А еще бывает вот так. Автор Таунтон читает Кэти Вилд. На стекле кто-то пальцем нарисовал сердечко. Сакджин смотрит в него, на листья, на деревья, на мелкий крапчатый дождик, смотрит на осень в целом, а осень смотрит на него в ответ. И складывается впечатление, что мир вовсе не такой, каким кажется. Он больше, объемнее, а сам Сакджин — рыбка, запертая в аквариуме. Носится от стекла к стеклу, создает видимость деятельности, иллюзию жизни. Он думает об этом мучительно долго, слишком долго, в какой-то момент перестав улавливать ход собственных мыслей. Так бывает, если долго повторять одно и то же слово, смысл теряется. Остается только жесткий каркас букв, пустая оболочка. Такая же пустая, как аквариум, в котором плавает Сакджин. Еще не зима, но он уже белый. Просто декабрь пришел чуть раньше и обосновался сразу внутри него, а не снаружи. В отражении выглядит бледным и прозрачным, как то же стекло. Даже теплый вязаный свитер не кажется теплым по-настоящему. Словно сам по себе является словом, а не объектом. Если постоянно повторять «тепло, тепло, тепло», или «я совсем не чувствую себя одиноким и ненужным», это не станет правдой. 1000 раз написанное слово «нежность» не поможет ее ощутить. Чимин подкрадывается ровно в тот момент, когда осень настойчиво стучит в окно кривой веткой. «Двигайся, тупая рыба, двигайся!» Подкрадывается, обрушивается на плечи мимолетными объятиями, смотрит пристально в глаза, тормошит. «Пойдем», — говорит, — «я покажу тебе одно место». Сакджин не хочет смотреть на одно место, но послушно идет. Потому что надо же двигаться, надо. Замерзшая рыбка становится легкой добычей для острозубых хищников, вроде апатии. Она тоже уже внутри, в том самом декабре, но грызет пока слабенько, лениво, как собака под надоевшую игрушку. Сакджин трет место, куда больнее всего воткнулись зубы, и идет за Чимином. Не в клуб. Он, правда, надеялся все-таки на клуб или бар. Шумное, полное людей место, где можно почувствовать себя частью большого нетрезвого организма. Забыться вроде как. Чимин тащит его на автобус, а автобус их обоих в спальный район. Волочит по улицам, тарахтит устало, болтает из стороны в сторону. Чимин успевает задремать, а потом проснуться. На остановке путешествие не заканчивается. Они идут дальше. И дальше, будто собираясь разогнаться как следует и пробить аквариумное толстое стекло. Выпасть из всего микроводоема, свалиться на скользкий холодный пол, забиться в судорогах от нехватки воздуха. Сакджин уже будто бы задыхается, предвкушая. До границы не доходит, если она все-таки есть. Чимин утягивает его в один из одинаковых подъездов, уверенно жмет на 7-й этаж, и единственное, что он говорит за всю эту дорогу: «Намджун тебя вылечит». Он и сам выглядит немного придавленным к земле, поэтому Сакджин не расспрашивает, хоть и не знает никакого Намджуна. Вылечит так вылечит. Сакджин не чувствует себя больным вроде как, скорее безумно уставшим и пустым. И если этот Намджун сможет его наполнить, будет здорово. В квартире, куда они в итоге попадают, тепло и солнечно, несмотря на мрачную погоду за окном. Сакджин не успевает изучить эту аномалию. Его действительно наполняют. Сначала горячей едой, потом горячим чаем, после горячительными напитками. Он никогда здесь не был и с удовольствием разглядывает новую обстановку. Намджун почему-то тоже воспринимается как обстановка, как обязательное условие для наполнения. Он выглядит не менее уютно, чем все вокруг. В этой своей клетчатой рубашке и со спутанными после сна волосами. Он тоже белый, ну, как-то по-хорошему. Не мертвый, а светлый. Намджун ломает вещи, но чинит людей.
шепотом сообщает Чимин, когда хозяин квартиры выходит из комнаты. И тебя починит. Сакджин ждет еще каких-то пояснений. Но Чимин молчит, а потом и вовсе уходит, допив свое пиво. Они с Намджуном остаются вдвоем. Никакой неловкости. Ненавязчивая музыка фоном, поверх ненавязчивые мысли и частые взгляды украдкой. Намджун занимается своими делами, пишет в толстой тетради, отвлекается на компьютер, чтобы кому-то что-то отправить. Время от времени проверяет телефон. Как будто Сакджина тут и нет вовсе. Сакджину тоже кажется, что его постепенно становится меньше. Он растворяется в окружающей обстановке, становится бледным и невесомым. Когда на диване остается сидеть пустая полупрозрачная оболочка, Намджун рывком возвращает его обратно. «Хочешь поговорить?» — смотрит он на него в упор, прервав все свои дела. Говорить не очень хочется. Да и что тут скажешь? Ситуация, в принципе, выглядит абсурдной. Сакджин сидит в чужом доме с абсолютно незнакомым человеком и втайне надеется, что ему вот-вот дадут смысл жить. Намджун, понимающе улыбается и предлагает. «Хочешь помолчать?» Сакджин неуверенно кивает, опасаясь, что от него снова отвернутся. Но Намджун пересаживается поближе, прижимается плечом к плечу и молчит. Боже, как он потрясающе молчит. Когда они прощаются на пороге, так же немногословно, Намджун вкладывает ему в руку оранжевый стикер с номером телефона. «Звони», — приобнимает он Сакджина, — «если еще помолчать захочешь». На улице мрачно и серо. Сакджин по памяти плетется к остановке и уже хочет вернуться, но его наверняка не поймут. Обычное молчание кажется теперь неестественным, чуждым. Стикер все еще зажат в его руке, а выпадает, когда Сакджин заходит домой и съезжает по стене на пол. Он честно выдерживает неделю. Не звонит, не пишет. Даже номер оставляет исключительно на бумажке, не переписывая в телефон. Сакджину страшно. Так бывает, когда мимо твоего болота проезжает позолоченная карета, и ты на какой-то краткий миг видишь свое будущее, где нет ни тины, ни пиявок, а одни пуховые перины и яркое солнце в рамке окна. Тебя манит все это. Принц машет из кареты рукой, а потом уезжает, оставляя только горький привкус несбывшихся надежд под языком. Контраст. Дело в контрасте. Если никогда не видеть кареты, болото кажется не таким уж и мерзким. Сакджиново болото отвратительно. Он вязнет по щиколотке, но продолжает тащиться вперед. Ночи, как поросшие травой кочки, дни — глубокие омуты с грязной водой. С кочки на кочку, с кочки на кочку. И не дай бог оступиться. Но Сакджин оступается, когда Чимин хмурится и машет рукой перед Тэхёновым лицом. «Нет, ты не понимаешь», — качает головой. «Это никак не узнать, не предугадать. Человек может улыбаться весь день, а ночью плакать, вцепившись в опустевшую банку таблеток. Попробуй вычисли ненастоящую улыбку среди сотен настоящих». Сакджин прикрывает глаза на пару секунд. Привычный для кафе гомон отдаляется, смолкает. К чему вообще этот разговор? О чем? Мысли путаются, рассыпаются, стучат бусинами по столу. Банка с таблетками. Сакджин вчера долго гипнотизировал одну такую, но не решился, не смог. «Я слышу входящий вызов», — хмурится Чимин. «Принимаю, а на той стороне такое огромное горе, что динамик трещит от одного его вдоха». Сакджин выдыхает через силу и поднимается чересчур резко, чтобы это осталось незамеченным. «Отойду», — сообщает он. Длинные предложения не сформулировать, не произнести мешает сердце, застрявшее в горле. «Отойду», — повторяет он и добавляет оборванное. «Мне надо».
Хион. Чимин тянется к нему встревоженно. Но Сакджин не позволяет себя задержать или остановить. Ничего криминального, просто нужно подышать. На улице людно. Середина выходного дня. Сакджин толкает кого-то случайно, или кто-то толкает его, черт разберешь. Но это прикосновение выбивает остатки терпения и землю из-под ног заодно. Он рушится на ближайшую скамейку, шарится дрожащими пальцами в кармане. Самое время. Цифры на стикере разбегаются и скачут. «Мне надо», — выдыхает он недосказанное в трубку. «Надо помолчать еще чуть-чуть». Намджун тут же отзывается. «Где ты?» Приезжает буквально через 10 минут. И то ли его дом совсем рядом, Сакджин сейчас не очень ориентируется в пространстве, то ли ждал. Последнее пригревает. Кошкой трется об усталое Сакджиново сердце. Ждал, Господи. Кто-то его ждал. Машина у Намджуна светло-серая. Такой приятный оттенок, что Сакджин залипает до тех пор, пока дверь пассажирского сиденья не открывается. И Намджун не кивает. «Садись. Ну». Его глаза спрятаны за солнечными очками. Он как будто носит лето с собой. Сакджин залезает внутрь, дверь захлопывается, отрезая его от остального мира. Тишина наваливается неподъемная, глухая ко всему, придавливает, жмется к груди. Намджун улыбается мягко и включает музыку. Так легче. Так не нужно объяснять себе ничего. Не нужно искать причины. Сакджин немного запоздало улыбается в ответ. Когда они отъезжают от парковки, приходит смс-ка от Чимина. «Ты в порядке?» «Нет». «Да». Если бы Сакджин был фотографом, и его постоянной моделью была бы пустота. Ее снимки висели бы повсюду. Пустой автобус, пустая чашка, пустой холодильник, девственно чистый лист электронного документа. Окно сообщений без слов. Категорично и ничего в графе. Планы на будущее. Если бы Намджун был супергероем, он бы спас мир. По крайней мере, Сакджина спасает. Наполняет чашки, холодильник, пишет смски, в планах на будущее 10 строк мелким почерком. Сакджин завидует, но молчит. На вопрос, как ты это делаешь, все равно нет конкретного ответа. Намджун просто делает. Просто приезжает, когда нужно. Просто открывает дверь, если в нее звонят. Просто есть. И это уже подвиг. Сакджину просто быть все тяжелее и тяжелее. Намджун вытаскивает его на крышу собственного дома. Усаживает на бортик, говорит: «Смотри». Сакджин смотрит. Огромный город под его ногами живет своей жизнью, не замечая 2 человек на крыше. Их будто вытеснили. Они в слепом пятне, вне системы. «Смотри, как много там людей», — шепчет Намджун, обнимая Сакджина со спины. «Как много судеб. И твоя одна из них. Они все, город, мир. Без них, без тебя всего этого не было бы. Ты нужен им так же, как они тебе». «Они мне не нужны», — возражает Сакджин. Намджун смеется. «Врун. Если бы они были тебе не нужны, ты искал не общество, а уединение. Тебе же страшно дома одному». «Наверняка страшно, иначе ты не позвонил бы мне». «Страшно». Чего Сакджину не страшно, так это сидеть над пропастью, свесив ноги. Картина там, внизу, весьма впечатляющая. Так и хочется остаться на ней ярким пятном. Оттолкнуться только ведь и все. «Нет», — качает головой Намджун и сжимает его крепче, — «не в мою смену». Он явно цитирует какой-то дурацкий сериал про врачей. Но Сакджину достаточно этого, чтобы передумать. «Чего тебе не хватает?» Намджун перемешивает все его мысли этим вопросом. Чего не хватает? Тепла, устроенности, ощущение, что ты живой, нужный, полезный. А то, кажется, эта партия разыграна без него.
Он же сидит как дурак, разглядывая рубашки чужих карт, и от скуки пытается угадать, кто блефует. Намджун вот нет. Ну, либо очень хорошо притворяется. «Хочешь, я угощу тебя выпивкой?» — предлагает он, расцепляя руки. Без этих объятий Сакджин чувствует себя голым. «Угости меня собой», — хрипло бормочет он. Намджун смеется, хлопает его по плечу, но угощает. Ему вообще, видимо, ничего не жалко. Он молча доводит Сакджина до своей квартиры и только там, аккуратно прикрыв входную дверь, целует. «Так лучше?» «Лучше», — соглашается Сакджин и тянется за вторым поцелуем. За третьим, за четвертым. Намджун целует мягко, ненавязчиво, будто проверяя границы дозволенного. Ведет языком по Сакджиновым губам, не настаивая, предлагая. Сакджин приоткрывает рот, впуская его внутрь. После становится влажно и горячо. Хорошо, правильно. Намджун гладит его плечи, стягивает рубашку, неторопливо расстегнув одну пуговицу за другой. Ведет по голой груди холодными ладонями. Так, так. Сакджин стонет, запрокинув голову. Он не очень умеет стонать. Всегда считал себя довольно молчаливым и скупым на эмоции. Но то, с какой нежностью Намджун изучает его, не может оставить равнодушным. Намджун, в принципе, как талантливый музыкант, подбирает ноты, перебирает струны, настраивает Сакджина, будто инструмент. «Скажешь, если будет больно», — просит. И вторгается, податливое разомлевшее тело одним четким движением. Сакджину не больно. Больно было до. Жить, дышать, просыпаться по утрам. То, что он чувствует сейчас, абсолютно отличается по цветовой гамме. Он целует Намджуновы пальцы, запястье, прислушивается к его тяжелому дыханию, обещает. «Скажу». Чимин уверял тогда, что Намджун чинит людей. Сакджин надеялся, что его заполнят. Его починили и заполняют. Надеждами, смыслом. Если постараться и представить, то он неуверенно выводит в графе планы на будущее, слово за словом, и добавляет на полях дрожащей рукой кривое «спасибо». Они делают так еще несколько раз. Это похоже на сеансы терапии, на лечебные ванны. Сакджин приходит, раздевается и окунается в Намджуна с головой. Своего рода крещение, путевка в новую жизнь. Он слушает Намджунову музыку, читает его книги. Секс далеко не самое главное в этих встречах. Главное — ощущать себя нужным, ощущать себя на месте. И если не целым, то что-то около того. Спустя пару недель Чимин, напившись, долго плачет, вжимаясь лицом в мягкую ткань сакджинового свитера. «Прости», — глотает он слезы, — «прости, что это сделал не я». «Ты улыбаешься», — шмыгает носом Чимин. «Я не знал, как научить тебя снова улыбаться». «Я испугался», — нервно смеется Чимин. «Это как с врачами, понимаешь? Самое страшное — оперировать близких. Руки дрожат, скальпель вываливается». Сакджин гладит его по спине и молчит. Чимину не нужны слова утешения. У него своих тьма. Высказаться, объясниться, исповедоваться — вот что ему нужно. «Я рад, что тебе лучше», — бормочет он. Успокаивается. Сакджин успокаивается тоже. Все хорошо. Действительно хорошо. Дело вовсе не в регулярном сексе, а в том, как Намджуна в принципе много. В том, как у Намджуна в принципе много сил. Этих сил хватает и на него самого, и на расклеивавшегося Сакджина остается немало. Он дает Сакджину горсть мудрых мыслей, несколько смыслов для жизни, пару свежих песен, сотню-другую тем для разговоров. Сакджин с восторгом берет это все, принимает жадно, как ребенок, встретивший щедрого дяденьку в парке. Вот тебе конфетки, вот мячик, вот машинка. Нет, мне ничего не надо взамен, просто перестань плакать. Сакджин и так-то
не из плаксивых, если подумать. А теперь и вовсе забывает, что это такое, когда никак не взять себя в руки. И, несмотря на эту легкость, на солнечные дни один за другим тлеет где-то на задворках сознания уголек мыслей о подставе. Не может быть так просто. Не может. Чимин тогда сказал: Намджун ломает вещи, но чинит людей. Сакджин подчинился. Все хорошо. Но, кажется, мутировал и перешел в первую группу, потому что ломается об Намджуна с таким треском, что хочется зажмуриться и никогда не открывать глаза. А как иначе, если... Ты мне нравишься. Не нужно. Намджун даже на секунду не задумывается над ответом. Улыбается грустно и понимающе. Продолжает гладить Сакджиново бедро. И что это вообще значит? Ты заблуждаешься, поясняет Намджун, заметив, как моментально мрачнеет Сакджин. Тебе нравлюсь не я, а все это. Смысл, суть происходящего. Ты чувствуешь движение, жизнь. Я тут ни при чем. Сакджин чувствует только подвох. Никакого движения. Что ты несешь, мать твою? Думает он, пока поспешно одевается. Гребаный хиппи, что ты несешь? Потому что с признаниями он тянул так не из-за сомнений. Смущение, чертово смущение. Сакджину никогда до этого не доводилось влюбляться в кого-то, кого он знает от силы месяц. Как еще это сказать, не выставив себя идиотом? Никак. Идиот здесь все равно только один. Даже выставлять ничего не надо. Этот идиот уходит, не прощаясь. Вбегает из подъезда, несется черт знает куда. Не нужно. Ну, конечно. Ты просил сказать, если будет больно. Строчит Сакджин непослушными пальцами. Вот сейчас больно. Прости за то, что я такой. Спустя пару секунд в ответ. Осень смотрит на него с нежностью. Глупая, запутавшаяся в водорослях рыбка, мечется туда-сюда. Через час с лишним Сакджин находит себя на берегу. Ханган ползет куда-то, движется всей своей массой, в мягких складках волн ютится пена. Карета привезла Сакджина обратно. Из нее вытолкнули прямо в тину лицом. Это все было тупой затеей. В самом начале он хотя бы был целой оболочкой, пустой, но целый. Теперь от трещин живого места не осталось. И до слез страшно потерять все то, что с таким трудом накапливалось. «Глупая рыба», — шепчет осень. «Не нужно доверять всем подряд. Не нужно». Сакджин остервенело трет лицо, онемевшее, будто застывшее, с той самой непонимающей полуулыбкой. Достает телефон, набирает номер. «Ты должен мне, мать твою», — бормочет между длинными гудками. «Я слишком близко к точке невозврата». «Круглосуточная психологическая помощь», — сообщает мягкий Чиминов голос на том конце, когда гудки обрываются. «Чем я могу вам помочь?» Сакджин садится на холодный каменный бортик, складывается пополам и... Мне было очень плохо. Достаточно плохо, чтобы это заметили. И один мой друг отвел меня к парню, который чинит людей, но ломает вещи. Так вот, кажется, я вещь. Сакджин, что? Голос Чимина вздрагивает. Я сказала ему, что он мне нравится. Он сказал, не нужно. И чего мне теперь? Как будто можно как-то отмотать, не знаю, переиграть. Это нормально вообще? Что со мной не так? «Ты где?» — приходит в себя Чимин. «На берегу». Сакджин смеется, трет рукавом куртки слезящиеся глаза. «Я в порядке. Ничего такого. Просто объясни мне, на кой черт ты меня туда притащил? Помощь ты психологическая». Чимин молчит какое-то время, после просит хрипло. «Скинь мне свои координаты». И добавляет еле слышное. «Пожалуйста». Ну, раз «пожалуйста», то выбора у Сакджина, конечно, не остается. Пока Чимин двигается в его сторону, Сакджин успокаивается.
Открытая вода, в принципе, безотказно работает. Умиротворяет, наводит на правильные мысли. Наверное, Сакджин и впрямь рыба. Глупая, бестолковая, блестяшка. А Чимин абсолютно ни в чем не виноват. Он не знал, как вылечить. Привел к тому, кто знал. На интуитивном ли уровне, после проб и ошибок, неважно. Просто знал. И даже вылечил. Никто ведь не заставлял Сакджина влюбляться. Этого не было в условиях терапии. Сакджин просто со словами, зачатками трудоголизма опять перевыполнил план. Чимин присаживается рядом. Прижимается плечом к плечу, как Намджун тогда. Становится легче. Ну вот, может же, когда захочет. Сакджин гладит его по колену. Чимин вздыхает, опускает голову ниже. Непривычно видеть его понурым и молчаливым. «Мне нужна от тебя психологическая помощь», — улыбается Сакджин. «Мне нужен друг». Волны плещутся у их ног, шепчут о своем. «Друг здесь», — выпячивает грудь Чимин. Смотрит сначала неуверенно, потом с привычной хитринкой и кидается обниматься. «Это Хасок», — говорит Чимин. «Он чинит то, что ломает Намджун». «О, Господи!» — Сакджин закатывает глаза. «Дом, который построил Джек. Привет, Хасок». Только этого ему не хватало. Но с Хасоком по-другому. Хасок тоже выглядит безопасным и смутно знакомым. Но к нему не тянет так страшно, как к Намджуну. Хасок улыбается широко и тепло, разводит руками, мол, извини, что так вышло. А потом рушит всю неловкость одним смешным. «Расскажи, где тебя трогал нехороший дядя?» Сакджин фыркает, отпивая кофе и прижимает руку к сердцу. «Здесь». Хасок, понимающе кивает. Машет официанту, просит принести чай. Шутит забавно, раздаривает улыбки всем желающим. Тормошит притихшего Чимина. Сакджин наблюдает за ним из-под тишка. Присматривается. Хасок кажется уютным и простым. Поэтому Сакджин расслабляется и пропускает момент, когда атмосфера неуловимо меняется. Когда Хасок останавливается, перестает суетиться и за образом вечного двигателя проступает проницательный засранец. Он спрашивает. «А Чимин тебе рассказывал, как они с Намджуном познакомились?» Сакджин признается, что нет, не рассказывал. Улыбается виновато, разводит руками. Бывает, мол, и они очень внимательные. Хасок успокаивает. Ничего страшного и смотрит на Чимина, выжидающе. А если все вокруг аквариум, то Хасок — радужный омар, способный разбить стекло и перерезать всем глотки, не отрываясь от утренней газеты. Сакджин буквально чувствует эту мощь, когда Чимин нехотя сообщает. Он к нам звонил. К нам. Это не Чиминов личный мобильный. Это преусловутая круглосуточная психологическая помощь. По затылку пробирает холодком догадки. Сакджин поводит плечами. Вот теперь неуютно. Представить, как Намджун потерянно шепчет в трубку, не очень плохо, никак не получается. Это же Намджун, спокойный точно Будда. «Все еще не понимаю, как он может чинить людей», — смеется Хасок, «когда сам весь разобранный на части, а потом неправильно собранный. От него же постоянно отрывают по куску. Невезучий просто ужасно. Один его бросил, второй...» Хасок болтает ложкой в чашке монотонно ровно. «А он только и может, что бормотать. Прости, что я такой. Да, и искренне рад за тебя. Как вообще можно радоваться, когда тебя бросают?» «Прости за то, что я такой». «Он показывал тебе свои тексты?» — интересуется Хасок. И когда Сакджин заторможенно кивает, снова улыбается. «Ты ему очень нравишься, видимо. Такая честь. А ты читал эти тексты?» Сакджин читал. Боже, он же их читал. В этих текстах Намджуна гораздо больше, чем в той реальности. Минусовая самооценка. «Мне жаль, что ты потратил на меня свое время. И еще много такого, от чего волосы встает дыбом,
если правильно понять. Сакджин допивает кофе, чувствует себя конченным придурком. С их последней встречи прошло 4 дня. За это время Сакджин получила от Намджуна 5 сообщений. 5 из них начинаются с «прости». Сакджин хранит их зачем-то, хоть на перечитывание и не хватает сил. Он с трудом сглатывает, смотрит на Хосока слезящимися глазами. «Есть кто-нибудь, кто будет чинить меня после тебя?» Хосок смеется на все кафе, заражая весельем Чимина, пожимает плечами. «Точно не скажу, но к Юнги тебе лучше не попадать. Он из нас самый отбитый». Чимин смущенно кивает, подтверждая. Сакджин выходит из кафе поздно вечером. Плетется, куда глаза глядят, а останавливается только, когда чувствует, как вибрирует в кармане телефон. В этот раз Намджун не извиняется, спрашивает просто. «Мы больше не дружим?» Сакджина прошивает острым чувством вины, встряхивает от ненависти к себе. Жалкий. Он чувствует себя жалким и тупым. Пальцы не попадают по кнопкам, приходится долго исправлять опечатки. «Дружим. Давай встретимся». Намджун отвечает. Только когда Сакджин доходит до дома, обхватывает его руками поперек живота, утыкается подбородком в плечо, выдыхает. «Давай». «Ты следил за мной, что ли?» — хмыкает Сакджин, накрывая его руки своими. От Намджуна неимоверно тепло. Он мягкий и уютный. Ужасно хочется завернуться в него, как в плед, и никогда не вылезать. К черту болото и кареты к черту. Намджун мотает головой и поясняет. Только подъехал. От мысли о том, как он после СМСки метался по квартире, роняя вещи и поспешно одеваясь, внутренности снова скручивает болезненной злостью на себя. «Пойдем», — предлагает, просит Сакджин, утягивая его за собой в подъезд. В квартире Намджун держится неуверенно. Никак не может найти себе места. Говорит преувеличенно бодро о какой-то незначительной фигне, прячет глаза. Смотрит куда угодно, только не на Сакджина. От этого горько. Намджун. Сакджин осторожно касается его плеча, привлекая внимание. «Прости». Намджун давится вдохом. Улыбается растерянно, качает головой. «Да, я понимаю, что уж там. Это ты прости. Я, кажется, перевыполнил план и не заметил, когда все стало сложно». Он говорит это, а у Сакджина такое ощущение, что ему признались, а он отверг. Намджун даже тут понял все неправильно. Хосоковы слова волнами поднимаются в памяти, отрезвляют. Получается, Намджун банально не верит, что кто-то может просто быть рядом. Не из корыстных побуждений, просто быть. «Нет», — вырывается у Сакджина излишне резко. «Не за это прости». Намджун замолкает, смотрит на него снизу вверх странным грустным взглядом. Надо было сразу сказать. Сакджин с досадой трет затылок, смотрит куда-то в окно, вдруг засмущавшись. «Ты мне нравишься. Сразу понравился. Дело не в лечении или типа того. Просто...» Он отступает назад, хмурится недовольно. Слова никак не подобрать правильно. Судя по взгляду, Намджун не понимает. «Давай». Сакджин решается, протягивает руку. «Давай снова попробуем. Привет. И я Ким Сакджин. Ты такой симпатичный». «Правда?» — хмыкает Намджун, принимая его руку. Тянет на себя, снова захватывает в кольцо объятий. «Тогда какой ты?» «Сногсшибательный», — утыкается Сакджин в его макушку подбородком. «Потрясающий». И смеется, когда Намджун с рычанием кусает его в живот. Осталось только научиться не просто ждать помощи, но и оказывать ее. Быть рядом, быть нужным. Разве не этого Сакджину изначально хотелось? Осень заглядывает в окно, прыскает мелким дождиком. У глупой блестящей рыбы все просто обязано быть хорошо. И оно будет.